Люблю, когда по улицам города встречаешь людей, которые не являются уже молодыми, но они ходят за ручку. Они сумели сохранить свою любовь, да, такого возраста. Ой, это так ценно сейчас в наше время. И мне хочется пожелать такое каждому. Сегодня 10 апреля 2025 года, и всех приветствуем из Одессы. Для Одессы 10 апреля – это необычный день. Сегодня исполняется 81 год с момента освобождения Одессы от немецко-фашистских захватчиков. Одесситы помнят. Одесситы по сей день благодарны настоящим героям, которые отдали свою жизнь за свободу. Героям, благодаря которым у нас всех появилась возможность счастливо жить в нашем замечательном городе. И чтобы отметить эту дату, а также вспомнить события тех лет, горожане сегодня пришли к мемориалу «Крылья Победы», где в память о погибших воинах были возложены цветы. В Одессе осталось две участницы обороны города. Это Касьянова Евгения Семеновна и Булавинцева Людмила Александровна, у которой сегодня день рождения, и она празднует целых 92 года. Мы желаем вам крепкого здоровья, счастья и долголетия. И, как и каждый житель Одессы, благодарим за все, что вы для нас сделали. Тюльпанчики продают, нарциссы, розы, такие вот цветочки. Все ходят, надевают капюшоны, потому что реально прохладно. Вроде на солнышке стоишь приятно, а уходишь прохладно. Вот смотрите, какое-то заведение классное, называется «Тюлька». Чисто по-одесски. Форшмак, карасики. Класс, даже никогда не слышала, что есть такое. Что есть тюлька такая в Одессе. В Одессе очень красивая архитектура. Да, возможно, не все отреставрировано, но вообще в целом, когда идешь, все время хочется смотреть по сторонам, смотреть на фасады, на дома. Ой, какой милый. Чтобы разглядывать детали. Несмотря на то, что холодно, кресла, столы, которые повыносили на летние площадки, никто это все ничего не собирал, потому что все равно похолодание только на пару дней, и люди, даже несмотря на такую погоду, умудряются сидеть за этими столиками, кушать, и никто не хочет, когда на улице солнце, заходить внутрь. Это видео я снимала вчера. Вчера у нас была солнечная прохладная погода, а к вечеру пошел даже снег. А сегодня у нас мало того, что холодно, еще серо, уныло, и сейчас идет дождь. Вот так нас радует апрель. И такая температура продержится еще несколько дней. Вот посмотрите, как вчера одесситов вечером порадовала погода. Зимой снега не было, но в апреле он все-таки решил напомнить, что он существует. Я иду и обнаружила такой интересный, красивый куст. Кто знает, как он называется, напишите, пожалуйста, в комментариях. Смотрите, какие красные, красивые цветы. Класс. Я таких, не знаю, видела такие или нет, аж стало интересно. Красивый. Просто украшение здесь. Многим нравится гулять по детским дворикам, поэтому в сегодняшнем видео мы сегодня один из них с вами посетим. Все дворы в основном закрыты на кодах, и я постояла, подождала, и меня пропустила женщина, которая выходила, и разрешила поснимать, как живет детский дворик на Нежинской. Слушайте, такой маленький уютный дворик. Класс. Мне очень нравятся такие дворы, потому что в них никогда нет ветра. Посмотрите, как здесь облагораживают территорию свою. Ой, сейчас вам покажу. Смотрите, вазончики, растения. Вот. Все везде ухожено. Посмотрите, можно посмотреть, какие в Одессе уже зацвели цветочки. Нарциссы. Класс. Здесь во дворе тоже все пропитано историей.
Смотрите, даже растения так, интересно порассматривать всегда такие места. Так, это дом внутри. Там такая лестница деревянная. Но не будем туда сейчас заходить. Когда попадаешь в центр города, у тебя совершенно другие ощущения. Здесь Одесса чувствуется совершенно по-другому. Если сравнить новые районы со старыми районами города, то они действительно очень и очень разные. И все-таки старые районы города — это действительно настоящая Одесса, потому что здесь все пропитано историей. Смотрите, какой зеленый балкончик с цветочками. Видите, люди ходят в капюшонах, потому что периодически, когда дует ветер, то он просто такой настоящий северный и очень-очень холодный. Смотрите, настолько у нас уже распускаются деревья. Все зеленеет просто на глазах. Все начинает цвести. И вот такое у нас похолодание. При просмотре наших видео иногда у зрителей складывается впечатление, что в Одессе совсем мало людей и мало автомобилей. Но это не так. Да, в начале войны многие уезжали из города, потому что действительно было страшно. Кто-то быстро вернулся за границы, кто-то немного позже, кто-то еще до сих пор там остается. Но в Одессу приехало очень большое количество людей из других городов и регионов Украины, выбрав Одессу местом для своего постоянного проживания. Поскольку видео я снимаю в разное время суток на разных улицах города, то на оживленных, то на менее оживленных, то иногда может показаться, что улицы пустынны. Но на самом деле в Одессе много жителей сейчас. Иногда можно встретить и толпы народа, и в центре города, и не только. На дорогах можно встретить большое количество автомобилей. Город живет, потому что Одессу выбирают для своей жизни большое количество людей, потому что он считается перспективным городом, городом с большими возможностями и городом, в котором можно найти какую-то работу. Несмотря на то, что Одесса считается далеко не одним из самых дешевых в Украине городов. О, давно я не встречала одесских котов. Он вышел со двора. Видно, что его там не обижают, подкармливают. И идет по своим делам. Ага, вот и второй. Не знаю, много ли среди наших зрителей метеочувствительных людей, но если вы такими являетесь, пишите нам в комментариях. Это очень и очень интересно. Со вчерашнего дня на Землю снова обрушилась мощная магнитная буря, и говорят, что она продлится 12 дней. И пишут, что под воздействием ее возможны симптомы, такие как тошнота, мигрень, апатия, обострение хронических заболеваний. Не знаю, магнитную бурю мы не очень чувствуем, хотя есть знакомые, которые действительно ее ощущают достаточно сильно. Поэтому, если вы тоже являетесь метеозависимыми, вот обязательно об этом напишите. Привет, дружок! Серьезный такой. Боюсь, чтобы не угрыз. Подходить не буду, он напряженно на меня очень смотрит. А посмотрите, что я нашла. Я нашла первый в этом году тюльпан, который увидела лично на клумбе. Класс! Боже, как не хочется, чтобы это все вымерзало, потому что реально по ночам очень холодно. Сегодня это второе видео, которое я монтирую, потому что первое, к сожалению, удалилось. Иногда приложения для создания фильмов тоже могут давать сбой. Я немного понервничала, собралась и все-таки сделала новый фильм. Так вот, в первом видео я говорила о том, что, к счастью, сегодня нету в Одессе воздушных тревог, но во второй половине дня воздушная тревога уже была. Но, к счастью, в городе было тихо. Всем желаю спокойного, хорошего дня, хорошего настроения и до встречи в следующем видео. Пока-пока.